Всем доброго времени суток! Меня зовут Марьяна, и вы на канале Вкусная еда. Сегодня я вам покажу, как я готовлю вкусное тыквенное пюре для своей выпечки и десертов. Существует много способов приготовления пюре из тыквы. Тыкву можно готовить на пару, варить как картофель или запекать в духовке. Последним способом приготовления сегодня я поделюсь. Он мне нравится больше всех, так как тыква получается очень ароматной и сочной. Тыкву можно готовить сладкой, пряной или острой. Также можно использовать как ингредиент для выпечки, например, для пирогов, кексов, чизкейков, готовить супы, каши или кушать как самостоятельное блюдо. Также очень важно выбрать вкусную и сладкую тыкву с насыщенной оранжевой мякотью. Именно от нее будет зависеть вкус и цвет ваших блюд. Тыквенное пюре – это очень полезное блюдо, особенно для людей, которые следят за своей фигурой, и для тех, кто любит полезную пищу, так как в нем содержится множество витаминов и минералов, включая кальций, магний, витамины Е и С, а также некоторые витамины группы В. Так что тыква не только вкусная, но и очень полезная для нашего организма. Как приготовить вкусное тыквенное пюре? Тыкву хорошо моем, чтобы удалить с кожуры грязь, и протираем полотенцем насухо. Разрезаем тыкву пополам и с помощью ложки удаляем волокнистую мякоть с семенами из каждой половины. Кстати, семена тыквы также очень полезны. Их можно промыть в холодной проточной воде, затем высушить и поджарить в духовке. Противень застилаем бумагой для выпечки, у меня стандартный от моей духовки. Выкладываем половинки тыквы разрезом вниз или, как у меня, разрезом вверх. В этом случае весь сок тыквы будет сохраняться в ней, а не вытекать. Запекаем нашу тыкву в разогретой до 180 градусов духовке приблизительно 1 час. Время выпечки также будет зависеть от размера вашей тыквы, поэтому выпекаем до тех пор, пока мякоть тыквы не будет легко протыкаться вилкой. Готовую тыкву вынимаем из духовки и оставляем при комнатной температуре. Нужно, чтобы она немного остыла. Еще теплую мякоть тыквы вынимаем при помощи ложки и перекладываем в подходящую миску. Затем тщательно измельчаем погружным блендером или в кухонном комбайне до состояния однородного и гладкого пюре. Готовое тыквенное пюре раскладываем по чистым, сухим, стерильным банкам и храним для дальнейшего использования. Но перед тем, как раскладывать тыквенное пюре по банкам, его нужно обязательно прокипятить 5-10 минут на плите, иначе ваши заготовки быстро испортятся. Готовое пюре тыквы можно хранить в холодильнике в течение недели или поместите его в герметичную пластиковую тару и заморозьте сроком на 2-3 месяца. Более того, при правильной заморозке тыква полностью сохраняет все свои полезные свойства и качества, включая насыщенный цвет. Тыквенное пюре готово, приятного аппетита и удачного вам приготовления! Всем спасибо, что посмотрели видео, пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео на моем канале. Мне будет очень приятно.